Всем привет! Сегодня мы рассмотрим работу сопартийцев в RPG Maker MZ. В предыдущей версии Maker она совершенно такая же. Начнем с базы. С базы данных, конечно же. Все сведения о персонажах, за которых так или иначе можно играть, должны быть внесены в базу данных персонажа. Тот, кто будет с игроком на старте, обозначен во вкладке «Система 1». По умолчанию это целая толпа. Очень часто человек удаляет стандартных персонажей из базы данных, но не из вкладки «Система». Вот смотрите. Я добавляю персонажа в систему, затем удаляю его из базы данных, но система все еще думает, что он тут. Пусть невидимый, но есть. И если в базе данных под этим номером что-то появится, оно тут же отобразится в группе. Чтобы наверняка удалить всех сопартийцев со старта, сначала очистите список в системе 1, а уже потом базу данных, чтобы не путаться. Всего база данных поддерживает 1000 персонажей. И да, это очень много. Для корректного отображения персонажа у него должен быть портрет, который будет показываться в меню и панельках, спрайт персонажа, который будет бродить по карте, и боковая моделька боя, если вдруг вы решите использовать такой вид сражений. В противном случае без нее прекрасно можно обойтись. Вид персонажа в нокауте не используется нигде автоматически. Он понадобится, если вы нарочно решите где-то его использовать в событиях. Мы не рассматриваем настройку базы данных персонажа. Сегодня нас интересует переименование, добавление, удаление из группы. Я создаю событие, которое будет отвечать за появление персонажа в пати. Поскольку это учебный пример, особых условий у нас не будет. Мы просто спросим у игрока, какого персонажа нужно, и в зависимости от выбора применим команду с первой страницы списка команд «Изменить партию». Добавление и удаление из группы происходит с помощью именно этой команды. Для игры все персонажи базы данных равноценны. Нет такого, что вот это главный, аватар игрока и все такое, а вот это второстепенные. Базе данных такие мелочи не интересны. Теперь усложним задачу. Изменим имя игрока. Смена имени возможна двумя способами – гибким и жестким. Мы рассмотрим оба. Но как первый, так и второй способ обращаются к базе данных. Чтобы переименовать кого-то, нужно, чтобы этот кто-то был обозначен в базе. Гибкое переименование через команду «Обработка ввода имени» на странице 3 списка команд. Эта команда спрашивает нас, какой ячейке в базе данных мы хотим присвоить имя и сколько максимально символов может быть в этом имени. Только это важно. Остальные строчки события – внешнее оформление. В самой игре по этой команде будет предложено набрать из букв имя для персонажа. Для внимательных. Ответьте себе, что нужно писать вместо имени в строке выбора и диалогах, чтобы каждый раз к игроку обращались с учетом имени в базе. В комментариях правильный ответ писать не обязательно, но можно, если хотите. А мы продолжаем. За присоединение всех персонажей в группе отвечает одна и та же команда. Только вы решаете, кого игрок сможет, когда присоединить или отсоединить. Вот пример. Мы создаем событие, в котором за присоединение-отсоединение отвечает всего одна команда. Все остальные строчки события – это внешнее оформление этого действия и условия. Кроме того, командой «Обработка ввода имени» можно дать игроку переименовать любого персонажа в базе данных.
Теперь рассмотрим негибкий способ. Он позволяет заменить одно имя на другое, не давая игроку ничего вводить, просто присваивая заданное. Эта команда находится на первой странице списка команд. Она так и называется – «Изменить имя». И вот как она работает. Запомните, команды изменения имени делают только это. Присваивают имя в базе данных. Как процесс станет выглядеть, как будет начинаться и как заканчиваться, задается другими командами. Если вы, допустим, поставите смену имени на параллельное событие и не переведете после ввода имени на другую вкладку, оно так и будет посылать запрос на смену имени бесконечно. Варианты оформления этого действия могут быть самыми разными и зависят только от вашей фантазии. Начинайте с основ, и скоро вы заметите, как с легкостью жонглируете всеми командами, какие в Maker добавили его создатели. Не бойтесь творить, не стесняйтесь учиться с самых основ. У вас все получится. Я верю в вас.